Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим нанесение декоративной штукатурки тоненькой, то есть декоративной краски бархат с эффектом бархата. Называется она Caravaggio. Это торговая марка Effectum. Но наносить мы ее будем под бетон, в стиле лофт, что ли, такими простыми движениями. Часто спрашивают, как это делать, поэтому решили снять такое видео. Оно будет очень коротким. Что нам нужно? Для того, чтобы нанести Caravaggio и вообще любые тонкослойные покрытия, мы сначала стену красим. Это должна быть подложечная краска. Она обязательно влагостойкая. Это единственный нюанс, который должен соблюдаться. Она должна быть влагостойкая, даже если это будет самая дешевая краска. То есть вы красите фон, который будет соответствовать цвету финишного покрытия. Дальше, когда краска высохла, красить не надо учить никого, все умеют, да? Дальше, когда краска высохла, мы берем штукатурку. Вот она такая, не густая, не жидкая. Наносим ее на кельму. И сплошным слоем покрываем часть стены. Как мы говорим, одно и то же в каждом видео, штукатурка наносится в шахматном порядке. То есть мы берем участок, наносим слой, он не тонкий, не толстый, скажем, полмиллиметра, то есть так, чтобы укрыть стену. Но вот не вот так вот прямо на сдир, а немножко все равно слойчик-то чуть-чуть должен быть. Наносим. И видите, то есть у нее какой эффект? Это так же, как бархат, она не зря называется бархат. Вы поднимаете вверх, она темная. Вбок она темная. Вниз она светлая. Видно? То есть вот этот вот эффект. Темная, светлая. Вот у нас, по сути, вот он бетон. Вот. Дальше наносим, соединяемся, следующий участок, в шахматном порядке идем. Наносим с сухого на мокрое. То есть мы идем всегда с левого угла. Наносим участок, формируем рисунок. Дальше переходим в следующий участок. Наносим, формируем рисунок. То есть идем всегда с сухого на мокрое, соединяемся. Когда мы соединяем эти два участка, мы прямо заходим на тот, который уже как будто бы с рисунком у нас, с фактурой получился. И соединяем его вот таким вот образом. Крестообразно, вверх-вниз, вверх-вниз, все. Углы сразу прорабатываем, чтобы не было всяких там соплей висящих. Еще такой тоже момент. Когда она начинает немножко подсыхать, чуть-чуть, лучше получается рисунок, как нужно. Вот когда она сырая, у нас он прямо такой явный. А когда она немножко подсохнет, легче пойдет. То есть будет красивее. Наносим дальше. С сухого на мокрое. Соединяем. И формируем рисунок. Мы периодически возвращаемся туда, где мы уже делали, потому что нам нужно, чтобы нам нравилось, чтобы он был красивый, такой бетон. И смотрите по высыханию, потому что все зависит, вот как штукатурка подстывает, все зависит от влаги в квартире. Если у вас влажно, значит она будет сохнуть дольше. Если в квартире сухо, значит она быстрее будет подстывать. И вот сам рисунок, он наносится, когда она чуть-чуть подсыхает. Легче идет. И вот таким образом мы идем всю стену, имитируя стиль лофт, бетон. То есть лофт, он не только из фактурных делается штукатурок, но и из тонких покрытий тоже. И из шелка можно сделать что-то под бетон. То есть вот такими вот движениями. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот смотрите, здесь она уже подсыхает, и уже он как-то посимпатичнее, что ли, встает. Самое главное, она вам должна нравиться. Вы когда наносите свою стену, вот вы же здесь близко, делаете,
отошли подальше, посмотрели. Издалека всегда виднее. Красиво это или нет, это видно издалека. Все дефекты лучше видно издалека, чем вблизи. Вблизи непонятно, красиво это или нет, непонятно. Вот, примерно вот так. Сейчас мы его поближе вам покажем. Наклон тоже может уйти. Вот у вас большая стена, она, скажем, 3-метровая там, или 5-метровая. И вы наносите, а потом отошли, у вас оказывается вот так вот. Ну, то есть диагональ пошла. Вот соблюдайте примерно, потому что если вы планировали диагональ, значит надо делать диагональ. А если планировали вот прямые такие движения, горизонталь и вертикаль, то надо ее худо или бедно соблюдать, иначе это очень видно и это не очень красиво. То есть раз такая наискось пошла, то есть она либо прямо, либо наискось. Кельма должна быть чистая. Если, например, край будет грязный, то засохшая штукатурка, она царапками туда ложится. Ну, иногда это логично, иногда даже специально вот так делают. Ну, то есть какие-то вот такие вот дефекты. Вот Караваджо это материал такой фактурненький. Он отличается от шелка тем, что у него, ну, как поплотнее он такой, покрупнее, немножечко с зернышками, и он какие-то небольшие дефекты прячет. Если там микроцарапки или еще что-то такое, вот он вот это вот прячет. Конечно, сколы и отвалившиеся куски он не спрячет, но где-то что-то... То есть с подготовкой стен можно быть чуть-чуть спокойнее, чем под шелк. Стоимость такого материала, она примерно выходит около 330 рублей за квадратный метр. Это вместе с колеровкой и вместе с краской подложечной. Ну, грубо говоря, 1050 рублей стоит килограмм. И расход у него, ну, 250 грамм на квадратный метр. Вот так, если кому проще будет. Вот так вот у нас получилось. Вы это все видели. Всем спасибо. Если что, задавайте вопросы, мы на них ответим. По нанесению, по стоимости, может еще какие-то вопросы будут. Мы снимаем в основном простые видео, ничего сложного где нет. Всем пока. Следующее видео будет, ну, я думаю, что завтра, послезавтра. Интересное, я думаю, что оно будет одно из самых дешевых. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте ставить лайк, если вам понравилось, и подписаться на наш канал. Для вас мы снимаем. Пока.